Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы посмотрим на очень интересную новинку, а именно на страйкбольный СО2 пистолет PM2 с глушителем от ICS. Первое, что хочу сказать, этот продукт точно не для коллекционеров, реконструкторов и прочих любителей копийности и антуража. В данном случае я бы даже сказал, что глупо сравнивать PM2 от ICS с боевым прототипом. Хотя бы только потому, что он сделан из двух половинок, затвор тут не двигается, имитации отдачи нет, а глаз сходу режут неантуражные страйкбольные надписи. Что же тогда интересного в этом пистолете, спросите вы? А интересного тут то, что этот пистолет претендует на звание конкурента МК-23 Саком от Tokyo Marui. Причем пророссийского конкурента, что только подогревает интерес к этому пистолету в России. Если вы вдруг по каким-то причинам не в курсе, то МК-23 от Tokyo Marui это любимая вторичка различных страйкбольных диверсантов и снайперов. Он очень точный, далеко стреляет, и с ним работают глушители, то есть он очень тихий. Главный минус МК-23 Саком это его габариты, он очень большой и не самый удобный при переноске. PM2 от ICS заметно более компактный, он тоже не имеет хода затвора, имеет больший выхлоп и может работать при более низких температурах, так как работает на СО2. По заверению производителя, PM2 тихий за счет глушителя и точно и хорошо стреляет за счет хорошего хопапа. Все это мы обязательно проверим, но для начала подробнее посмотрим на внешку и внутреннее устройство этого пистолета. Как я уже сказал, пистолет выполнен из двух половинок из алюминиевого сплава со съемной пластиковой накладкой на рукоятку. Под рукояткой находится место для размещения СО2 баллона. Для его установки необходимо отвинтить винт в задней части рукоятки, снять пластиковую накладку, расслабить винт в пятке рукоятки, установить баллон и прижать его с помощью винта. В момент прижатия происходит прокол баллона. Если вам по каким-то причинам нужно будет извлечь баллон, в котором остался газ, не стоит начинать сразу отвинчивать винт. Это действие может привести к повреждению прокладок. Правильно будет извлечь магазин, нажать на спуск и, не отпуская спускового крючка, надавить на курок. Это штатный механизм стравливания баллона, и он, кстати, описан в инструкции, которая есть в комплекте. Одного 12-граммового СО2 баллона при уличной температуре примерно 12 градусов нам хватило на 200 выстрелов. Так как баллон с СО2 располагается непосредственно в рукоятке, тут используются тонкие однорядные магазины. Емкость магазина всего 13 шаров, так что без дополнительных магазинов тут не обойтись. Кнопка отмыкания магазина располагается на самом магазине. Зарядка магазина удобная. Чтобы зарядить магазин, нужно до конца вниз опустить бегунок, убедиться, что он встал на фиксатор, и далее через специальное отверстие можно заряжать магазин. Фиксатор снимается автоматически при примыкании магазина к пистолету. Магазины можно переносить как в обычных пистолетных подсумках закрытого типа, их сюда влезает 2 штуки, или прямо в моле-ячейках. Магазины в них отлично помещаются и даже фиксируются зацепом. Органы управления пистолета штатные: предохранитель, спусковой крючок и курок. Хочу вас сразу предостеречь от сильных нажатий на спуск, когда пистолет находится на предохранителе. Если вы сильно постараетесь, то можете сломать фиксатор на курке, и тогда предохранитель перестанет работать. Это становится очевидно после разборки пистолета. Разберем пистолет и посмотрим, что там внутри. Так выглядит внутренний механизм. Ничего сложного. При нажатии на спуск происходит перезарядка шара и взведение и спуск курка. Стволик и резинка хопапа внешне похожи на ВСР типа от Tokyo Marui, но, к сожалению, они отличаются. У основания стволик сужается, соответственно, внутренний диаметр резинки тоже меньше. А это значит, что не получится использовать стандартные стволики и резинки ВСР типа. И остается надеяться, что ICS выпустят на рынок свои варианты резинок для лучшей закрутки шаров. А быть может, даже ребята из Maple Leaf обратят внимание на этот продукт. У резинки, которая была в комплекте с PM2, пупырь самый обычный. Прижатие пупыря и регулировка хопапа происходит с помощью винта. Чтобы винт не порвал резинку, между винтом и резинкой установлен крохотный о-ринг. Для того, чтобы винт не раскручивался от вибрации, на резьбу нанесен фиксатор резьбы. На наш взгляд, базовая давилка не самая лучшая, и нужно что-то придумывать, чтобы хопап был более стабилен в работе. В комплекте с пистолетом была имитация внешнего ствола с резьбой 14-
и небольшой глушитель. Базовая имитация ствола из пластика. Имитация ствола с резьбой из алюминиевого сплава. Чтобы поменять имитацию внешнего ствола, не нужно разбирать пистолет. Достаточно отвинтить фиксирующий винт. Конструкция глушителя интересная. Внутри вместо привычного всем поролона установлены пластиковые конусовидные вставки, которые в теории должны более эффективно глушить звук выстрела. В глушителе вставки располагаются следующим образом. То есть конус расширяется в сторону пистолета. Заглушки на глушитель с резьбой 14+ и 14-. Помимо короткого глушителя с 4 вставками, существует удлиненная версия глушителя с 8 вставками. Он должен глушить звук лучше. С помощью приложения шумометра и собственного слуха попытаемся понять, насколько хорошо глушители справляются со своей ролью. Для наглядности мы решили сравнить PM2 с МК-23 Соком и обычным ГББ пистолетом. На всякий случай скажу, что этот МК-23 Соком базовый из коробки. Все, что с ним успели сделать, это только покрасить. Если верить показаниям приборов, то PM2 с длинным глушителем оказался даже тише МК-23 Соком. Но если верить не приборам, а вживую слуху, то МК-23 Соком кажется все-таки немного тише, чем PM2 с длинным глушителем. Ожидаемо, что PM2 с коротким глушителем немного громче, чем PM2 с длинным глушителем. ГББ пистолет ХК-45 заметно громче всего остального. Когда выстрел происходит рядом с микрофоном, все кажется достаточно громким, и на самом деле сложно понять разницу. Посмотрим, что будет, если стрелять с расстояния 5 метров. В таких условиях тише всего на слух также показался МК-23 Соком. Выстрелы PM2 с длинным глушителем несущественно, но громче. Ради интереса мы решили сравнить, как стреляет PM2 и МК-23 Соком без глушителя. Если сравнивать графики, то выстрел из PM2 оказался более тихим, и это не противоречит ощущениям по слуху. МК-23 слышно намного лучше, звук более звонкий, плюсом у Соком лучше слышно работу механизма спуска. То есть сам по себе PM2 от ACS без глушителя тише, чем МК-23 Соком без глушителя. А это значит, что, во-первых, глушитель со вставками от ACS глушит звук хуже, чем глушитель от Соком со вставками из поролона. А во-вторых, что у любителей тихой стрельбы открывается большой простор для экспериментов со звуком. Для хрона мы использовали новую трассерную насадку со встроенным хроном от Acetec. Так как у пистолета резьба 14-, сюда она устанавливается без всяких переходников. Если кому интересно, такие трассера есть в магазине Бабахи. Раз уж мы добрались до трассеров, посмотрим, как летят шары на короткой дистанции в небольшую мишень. Разумеется, мы не могли не проверить стрелковые характеристики PM2 в условиях улицы. Базовый хупап с добилкой справляются с закруткой тяжелых шаров весом 0,32 грамма, что весьма неплохо. При желании можно даже устроить перекрут, а это значит, что можно использовать еще более тяжелые шарики. Правда, повторяемость закрутки не самая лучшая. Наше мнение, что все дело в давилке и фиксации винта.
Во время стрельбы регулировка хупапа пару раз плавала, но скорее всего нужно было обновить фиксатор резьбы после разборки пистолета. Максимальная дистанция, на которую базовый ПМ-2 может закидывать шарики массой 0,32 грамма, в нашем случае составила 68 метров. При этом даже получается попадать в ростовую фигуру. С дистанции 55 метров, даже с базовым разбросом, попасть в человека не составляет особого труда. Как говорят любители диверсий, самая рабочая дистанция для тихого пистолета — это 30 метров. С дистанции 30 метров можно очень уверенно попадать в грудную мишень. Шарики весом 0,32 грамма прижигают весьма заметно. И нет никаких сомнений, что в тебя попали. Какие тезисы можно вынести после первичного тестирования ПМ-2 от ACS? Пистолет работает на СО2, а это значит, он может работать в более низких температурах, чем пистолет на грингазе. Максимальная дальность с базовой резинкой и давилкой при использовании 0,32 шаров составляет примерно 65 метров. Базовая резинка и стволик нестандартные, но скорее всего стоит ожидать, что появятся кастомные резинки от сторонних производителей. Это вопрос времени. ПМ-2 без глушителя тише, чем МК-23 Саком без глушителя. Но глушитель МК-23 Саком работает немного лучше, чем глушитель от ACS. ПМ-2 даже с длинным глушителем заметно более компактный, чем МК-23 Саком. В целом можно сказать, что у МК-23 Саком появился настоящий конкурент названия лучшего пистолета для снайпера. Какой пистолет лучше, решать вам. Кстати, можете написать в комментариях ваше мнение по этому вопросу. А у меня на этом все. С вами был Евгеньевич. Не забывайте поставить уверенный палец вверх, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До скорого!